Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами вариантом набора цепочки воздушных петель, точнее ее альтернативы. Такой вариант позволяет получить такой очень плотный первый ряд и край изделия. Образуется такая цепочка, которую мы обычно получаем при провязывании за перемычку, да, в стандартной цепочке воздушных петель. И край абсолютно не растягивается. Подходит такой вариант как для поворотного вязания, так и для вязания по кругу, начиная с цепочки воздушных петель, да, или с цепочки, которую мы сейчас будем с вами разбирать. И давайте приступим. Буду показывать на примере порельефированного шнура. Оставляю длинный кончик. Как рассчитать кончик для того или иного количества петель, это вы можете сделать, связав образец, да, и замерив, сколько у вас, допустим, в 10 петлях получилось вот этого кончика, и таким образом рассчитать нужное количество. Итак, работаем следующим образом. Вот эта рабочая нить от клубка, это наш кончик. Как обычно, набираем первую петлю, прокручиваем и рабочей нитью провязываем, затягиваем, и дальше уже приступаем к набору петель. Сначала мы набрасываем от себя кончик на крючок, а затем рабочей нитью провязываем 2 петли на крючке вместе. Это первая петля. Дальше снова набрасываем на крючок. Здесь фиксируем вот это натяжение, да, расстояние, размер вот этой петли, чтобы она была такая же, как и все предыдущие последующие. Следите за этим. Набрасываем и провязываем. Набрасываем и провязываем. Да, и вот уже образуется наша основа для рядов. Здесь снизу, посередине и сверху наши такие привычные, да, цепочки из петель, косички. И вот таким образом мы набираем необходимое количество петель. Все, набрала, например, нужное количество. И дальше, если вяжем столбиками без накида, делаем одну воздушную петлю, делаем ее рабочей нитью просто. Дальше кончик мы прокладываем на верхние петли, будем его параллельно ввязывать. И вот первая воздушная петля для подъема, и проходим вот сюда, в центр нашей цепочки, под верхние горизонтальные петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик. Первый столбик, дальше внутрь под верхнюю горизонтальную, второй столбик, третий и так далее до конца ряда. Да, вяжем столько столбиков, сколько у нас в цепочке петель было провязано. Хвостик можно слегка подтягивать по ходу вязания, чтобы все выровнять. И последний столбик. Провязала. Все, вот такая красота получается. Все аккуратно и ровно и плотно. Снизу получается вот такая косичка, да, и первый ряд такой очень плотный. Так у нас получается основание для первого ряда, да, точнее внутри столбиков у нас практически точно такое же, как и во всех последующих рядах. Ну, чуть плотнее, но тем не менее это не просто одна какая-то перемычка, это практически вот такая верхняя горизонтальная петля. И дальше, как обычно, вяжем поворотными рядами, столбиками без накида. Я сейчас немножко провяжу для того, чтобы показать вам, насколько отличается от обычной цепочки, да, начала ряда. И я провязала несколько рядов. Вот этот кончик, конечно же, можно обрезать. Я пока этого делать не буду. Хочу вам показать, насколько здесь не тянется вот этот нижний край. Это вариант образца, где мы просто провязываем обычную цепочку и вяжем первый ряд за перемычку. Здесь он такой достаточно тягучий, так скажем.
И в этом варианте первый ряд, он такой менее плотный, он чуть потоньше, чем остальные ряды, и это как бы хорошо даже видно и ощущается, если вот так вот потрогать. Здесь же у нас все однородно достаточно, и по плотности очень похож первый ряд на все последующие, да, потому что здесь основа, да, вот эта верхняя горизонтальная, а не просто одна примычка, как я уже говорила. Этот вариант подходит для любых столбиков, это просто такая база для столбиков и для поворотного вязания, и не только поворотного. И сейчас с вами разберем, как вязать по кругу на базе вот такой цепочки. Так, и вот, допустим, мы подходим к концу вязания, довязываем последние 2 столбика. И если мы будем вязать по кругу, нам необходимо развернуться. Провязываем вот сюда, в этот центр, да, провязываем столько столбиков, какую мы хотим форму, да, например, я хочу такой овал, поэтому я буду провязывать сюда 3 столбика. Вот один уже в центр провязала, да, это будет уже центральная, а не последняя крайняя точка. Провязываю сюда же еще 2 столбика. И так мы развернулись и переходим на противоположную сторону. Здесь просто под каждую верхнюю горизонтальную, да, напротив столбиков уже провязанных, мы вяжем по одному столбику. И вот смотрите, когда мы подходим уже к концу, здесь у нас остается последняя верхняя горизонтальная, это была петля подъема, это первый столбик. И мы сюда же провяжем еще 2, то есть вот эту вот петлю подъема мы перекроем столбиком, не будем ее считать за верхнюю горизонтальную. Провязываем сюда, вот в последнюю верхнюю горизонтальную, 2 столбика. Раз, и сюда 2, перекрываем вот эту петлю подъема и дальше соединяем ряд привычным для вас способом и переходим на вязание второго ряда. Здесь получается достаточно плотная серединка, но здесь хорошо также ощущается вот эта разница, вот эта первая часть, то, что мы вязали, она такая более плотная, вторая часть, она менее плотная, и тут даже визуально видно, что столбики чуть-чуть меньшего размера. Но в целом этот вариант тоже намного лучше, чем вязать просто с обычной цепочки. Он такой более плотный и аккуратный. И вот здесь тоже с изнаночной стороны выглядит все очень красиво и ровненько. Ну что же, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Возможно, вы никогда даже не знали о таком варианте набора цепочки воздушных петель, да, ее альтернативы точнее. Вяжите, пробуйте разные способы, да, и по кругу, и по воротными рядами. Я уверена, что этот вариант вам понравится, и вы возьмете его себе на постоянное использование. Всего приятного вам вязания, много новых проектов и до новых встреч. Пока!